Дельфины окружили лодку рыбака и не давали ей плыть, пока мужчина не заметил нечто странное под килем и все понял. Андрей, моряк с 20-летним стажем, любил одиночные выходы в море. В тот день погода была идеальной, полный штиль и прозрачная вода. Он отошел от берега на несколько миль, планируя просто насладиться тишиной. Но тишина длилась недолго. Вдалеке показались плавники. Сначала Андрей обрадовался. Дельфины часто сопровождали его лодку. Но на этот раз их поведение было иным. Группа из 5 дельфинов не просто плыла рядом, они окружили судно плотным кольцом. Когда Андрей попытался прибавить скорость, один из дельфинов выпрыгнул прямо перед носом лодки, едва не ударившись о борт. Моряк резко сбросил газ. «Что с вами такое?» – пробормотал он. Он снова попытался повернуть штурвал, но 2 других дельфина начали бить хвостами по воде, создавая мощные всплески и преграждая путь. Казалось, они намеренно удерживают его на месте. Андрей заглушил мотор. В наступившей тишине он услышал едва уловимый пронзительный звук. Он шел откуда-то снизу, из-под самого киля лодки. Моряк взял багор и осторожно опустил его в воду, пытаясь нащупать препятствие, но ничего не обнаружил. Тогда он надел маску и заглянул под воду. То, что он увидел, заставило его сердце сжаться. Под дном лодки, зацепившись за глубоководный датчик, висела старая рыбацкая сеть. В нейлоновых путах бился крошечный дельфиненок. Его движения слабели. Он задыхался, не имея возможности подняться на поверхность за глотком воздуха. Взрослые дельфины понимали, если лодка двинется, винт мотора мгновенно погубит малыша. Андрей, не раздумывая, схватил нож и прыгнул в воду. Дельфины тут же расступились, пропуская его. Он нырнул под киль. Работа была опасной, сеть оказалась крепкой, а лодку слегка качала. Но одним точным движением он разрезал путы. Как только последняя нить лопнула, вожак стаи подхватил малыша и вытолкнул его на поверхность. Всплыв, Андрей увидел. Дельфиненок сделал первый глубокий вдох, а остальные дельфины кружили вокруг, издавая радостные свисты. Когда Андрей поднялся на борт, дельфины не уплыли сразу. Они еще несколько минут сопровождали лодку, но теперь их движения были легкими и игривыми. Вожак на мгновение высунулся из воды, посмотрел на моряка и, издав прощальный звук, исчез в глубине вместе со своей стаей. В тот день Андрей понял: океан полон тайн, но самое главное из них – это связь между всеми живыми существами, которую мы только начинаем понимать.